Всем привет, друзья! Хочу представить вам вот этого замечательного малыша. Компактный сварочный инвертор 3 в одном, работает без газа. Варит проволока от 0,8 до 1 мм, электродами, дуговая сварка. И также есть функция TIG-Lift. Почему без газа, объясню немного позже. Зачем и почему я его купил? Сначала давайте немного предыстории, перед тем, как я покажу, что он может и что он умеет. А функций у него предостаточно. У меня уже был подобный аппарат без газа, и я даже снимал про него видео. Купил его для конкретных задач, ну а после выполнения работ он почти год простоял без дела, и я его продал. Но как только я остался без сварочного аппарата, без сварки, тут же возникла в нем необходимость. Вот так обычно в жизни и бывает. Не прошло и 2 месяцев, как понадобился сварочный аппарат. Ситуация, значит, такая. Потек задний амортизатор, я снял обшивку для его замены и увидел в заднем стакане сквозную ржавчину. Когда начал расковыривать дыры, они оказались совсем не маленькими. Но аппарата, как вы поняли, у меня нет. Начал обзванивать мастеров, высылал фотографии. В одном месте ценник был 7000 и ждать выходных. В другом 5000, но сварщик не профессионал. Ну и вот такого плана примерно были цены. Перебрав несколько вариантов и прикинув расходы, я решил, что дешевле и выгоднее будет купить свой инвертор и самому заварить. Мой опыт показывает, что можно купить аппарат, немного набить руку, сделать все необходимое, а потом либо продать, либо оставить для будущих работ. Так я поступил и на этот раз. Заказал, на следующий день аппарат пришел, и вечером я уже работал. Я вырезал ржавчину на стакане и наложил латки внахлёст. Варить в стык проволокой у меня пока мало опыта. Можно, но это займет много времени. Заварил, загрунтовал, покрасил. Получилось, по-моему, неплохо. Мораль такова. И проблема решена, и аппарат у меня в руках. Теперь о самом аппарате. Что он умеет? Поскольку я на нем немного поработал, покажу его возможности. Подчеркиваю, я сварщик-дилетант. Учить, как делать швы, не буду, но кое-что покажу, что умею. Аппарат имеет честные 190 ампер, не перегревается, нет просадки напряжения. Есть технология IGBT, это интеллектуальные транзисторы, которые делают аппарат экономным и живучим. Варит даже при низком напряжении в сети. Вот коробка от аппарата. Аркаптайн. По-моему, так читается. Тут у меня остались ремень и щетка. Давайте посмотрим, как он работает. Включается сзади. Информативная панель. Режим сварки. Сварка проволокой диаметром 0,8. Переключаем. Сварка проволокой единица. Лифт-тик. Сварка электродами. Я варил 2 и 3. Форсаж дуги. Горячий старт. И VRD. Это в режиме холостого хода напряжение не более 35 вольт. В целях безопасности. Проволока у меня уже заряжена, так как я уже пользовался несколько раз. Ничего сложного по установке нет. Откручиваем барашек, вставляем проволоку, протягиваем и фиксируем. Прибавляем, убавляем.
При увеличении тока увеличивается скорость подачи проволоки. Масса хорошая, мощная. Подключаем. Массу. К плюсу подключаем держак для электродов. У меня от прошлого аппарата остались и электроды, и проволока. Но сейчас стоит проволока, которая шла с аппаратом. Заряжаем. Так, стоит сварка электродами. Поставим (80 ампер). Одеваем маску. Так, я возьму тройку. Вот здесь я уже тренировался с прошлым сварочным аппаратом. Ну, попробую просто что-то типа шва сделаю. Просто для проверки самого аппарата. Вот такой дилетантский шов. Ну, уже более-менее стало получаться. Сейчас еще вот здесь. Ну и вот еще один шов. Ну и еще вот сюда положу. Конечно, потренироваться будет еще лучше. Но дугу держит хорошо. Дугу держит хорошо. И хорошо разжигается. Легко разжигается. Вот этим мне он понравился. Прошлый аппарат было залипание и постоянно прорывалась дуга. Ну-ка еще раз рядышком. Вот прошло 5 минут. Вот так пару часов потренироваться, и уже можно будет что-нибудь заварить стоящее. Ну, в общем-то, вот так. Тут дело просто в практике. Так, держак отключаем. Массу переключаем на плюс. А здесь сейчас будем протаскивать проволоку. Включаем. Попробую проволоку вытащить держаком. Так, у нас 0,8. Пробуем. Вот так можно подключить сначала. И вот проволока вылезет. Теперь можно вот так. Соединить, снять вот эту вот часть железную и протащить проволоку. Можно и не снимая, но надо следить, чтобы она там не зацепилась ни за что. Ой, вышла. Не пришлось ничего снимать. Так, попробуем проволокой. Стоит проволока 0,8. Поставим на 80. Спокойно зажигается. Вот. Еще.
еще получше. В общем, рука набивается в процессе работы. У меня был в ней сок, сварочный аппарат, тоже 3 в 1. И этот варит явно лучше. Так, сейчас проволокой попробую вот так приварить. Вот так прихватил. Ну что, друзья, мне как дилетанту, сварщику без опыта, можно сказать, который использует сварочный аппарат, ну, не часто. И то удается положить какие-то швы, отремонтировать свою машину. В принципе, если надо что-то заварить, я заварю сам, без проблем, лишь бы был сварочный аппарат. Понравился мне этот маленький сварочный аппарат, поэтому я и снял видео, ни больше, ни меньше. Если сравнить ГНИИ-СОК 200, который у меня был, и этот намного лучше. Имеется антизалипание, форсаж дуги, BRD в целях безопасности. В общем, варить им намного легче, особенно новичку. Последний раз варил, по-моему, месяца 4 назад, когда ремонтировал машину. И то мне пришлось немного восстановить какие-то навыки, потренироваться. Так что, кому интересно, артикул или ссылку на данный аппарат оставлю в описании под видео. Переходите и сможете ознакомиться более подробно. Аппарат довольно-таки интересный. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока. До связи.